Друзья, всем привет! Мы строили и наконец достроили. И в этом видео я хочу рассказать вам полную историю о том, как мы строили нашу пристроечку на даче из газосиликатного блока к нашему деревянному домику. И история, я вам хочу сказать, получилась очень длинная. Хотелось рассказать все очень подробно, поэтому будет рассказ аж в 4 частях. Надеюсь, будет интересно. Погнали! Вот и наступила весна, можно приступать к новым строительным работам. Мы недавно положили канализацию и хотели вот в такой вот летней кухне у себя на даче сделать туалет с ванной, санузел, сделать удобство. И начали анализировать с супругой нашу пристройку. Вот, допустим, если посмотреть на эти окна, то видно, что окна давным-давно, к сожалению, погибли. Рама сгнила, стекла в ней поопускались, все это дело насквозь продувается ветром. Даже во время дождя иногда и дождь, и вода залетала прямо через эти окна к нам на обеденный стол в нашу летнюю кухню. Поэтому все это дело, конечно же, должно было пойти под замену. Рамы погнили, все погнило. Ну что ж, время берет свое. Перестройка строилась, наверное, лет уже так 50 назад точно, и еще мой дед строил в молодости. Внутри все это дело выглядело вот так. Это обычная дощатая пристройка, сбитая из досок, в стенах нет ничего, она пустотелая. План был каков: все выносим, обдираем полностью все стены, срываем внутреннюю отделку, утепляем стены, может какую-то там ветроизоляцию внутри поставить, пленочку поприбивать, сделать перегородку, немножко уменьшить площадь данной кухоньку сделать совсем маленькую, и внутри сделать туалет с ванной, чтобы на дачу можно было полноценно приехать, и душ, если что, принять, и в туалет сходить, а не на улицу бегать, как-никак 21 век на дворе. В общем, хотелось простых удобств. Вот мы все повыносили, ну и постепенно начали, скажем так, обрывать внешнюю обшивку. План был, конечно, интересный, но, как говорится, жизнь вносит свои коррективы. Вот что интересно, когда начал обрывать обшивку крыши, то под крышей я нашел просто огромное количество осиных гнезд, слава богу, пустых, уже давным-давно заброшенных насекомыми. Но их было достаточно много. На одном квадратном метре по 5-6 штук было точно, и маленьких, и больших. Но это еще не все сюрпризы. При разборке, кроме кучи мусора, на меня еще выпадали вот такие вот красавцы. И вот она печаль. Центральная балка крыши отгнила, оторвалась от своего крепежного места и упала на когда-то старый внешний козырек дома. То есть фактически крыша проломилась. Крыша шла под разборку. А если и крыша шла под разборку, то под разборку пошла и вся пристройка. Потому что и стены в ней прогнили, все прогнило, все старое. И реставрировать это уже, к сожалению, не имело никакого смысла. Не посовещавшись, мы решили все это дело снести и перестроить новую пристроечку из газосиликатного блока. Единственное, что уцелело от пристройки, это порог. И тот ненадолго. Оказалось, что в пороге и арматура завязана, и залит он просто монолитом. Но гидромолот этот вопрос тоже достаточно быстро решил. Позвали того же знакомого, который помогал нам проводить нашу канализацию. Он перегнал свой небольшой катерпиллерчик к нам на участок, и мы начали подготовку к фундаменту. Полностью разбили данный порог к щепке, чтобы было удобнее потом с этим работать. И приступили к выкорчевке старых деревьев, потому что они мешали. Пристроечку мы решили сделать побольше. Где-то 4 на 5,5 метров она у нас получится. Однако деревья тоже просто так не сдавались. Сиренька, которая росла все это время
возле нашего домика дала бой трактору. Одно неловкое движение, и мы остаемся без шланга. Слава богу, проблема не столь большая. После 10-15 минут возни с тракторчиком шланг был заменен, и работа продолжилась. Приступили к небольшим подготовительным земляным работам, убрали плодородный грунт с того места, где мы будем делать фундамент, немножко подровняли, подкопали, выкопали шланг с водой. И скоро здесь будет фундамент. Будем делать свайно-ростверковый. Засверлим несколько свай, сделаем сверху ленту, вовнутрь зальем черновой пол и начнем ставить коробку из газосиликата 20-ки с односкатной крышей. Будем делать все собственными руками, опять же, и максимальный бюджет. Немножко земляных работ, подровняли в этом месте участок, так как участок у нас идет угловой. Скажем так, в начале он выше, чем идет дальше вдоль самого участка. Трактор немножко подровнял нам уровень земли, так будет гораздо легче и размещаться, и делать опалубку и все остальные строительные работы под фундамент. Фундамент мы выбрали свайно-ростверковый вариант. Именно потому, что у нас очень глинистая почва. То есть там стабильно 1,5 метра идет глины, а дальше идет песок, на который можно хорошо опереться. Плотный песок с камнями. Этим же тракторчиком мы насверлили 15 свай под нашу прямоугольную постройку и одну сваю под угол, под перегородочку, на которую будет опираться перегородка, которая будет отделять кухню и санузел непосредственно внутри самой кухни. Сваи бились глубиной в 1,5 метра. Но этого вполне достаточно в наших широтах. У нас глубина промерзания что-то порядка до метра идет. Больше в принципе и не надо. И упираться они будут как раз таки на хороший плотный песок с камнями. Поверх будет литься ростверк, или в простонародье лента поверх этих свай. Причем, опять же, из-за того, что у нас такая геология, участок идет наклонный, то ближе к забору соседскому высота фундамента от земли будет всего лишь 15-20 сантиметров. А в начале, там где в кадре стоит тракторчик, там высота фундамента над землей будет аж почти 70 сантиметров. Вот такой идет огромный перепад. Сам размер постройки получается 5,8 метров на 4,2 метра. Лента будет у нас 30 сантиметров в ширину. Сваи, напомню, делали с 25-ки по диаметру. И на все это добро уйдет порядка 5 кубов бетона. Ну а пока конкретно про сваи. Напомню, у нас получается 15 свай, 1,5 метра они идут в глубину и 25 сантиметров в диаметре. На все это дело уйдет 1,1 куба бетона. И чтобы сваи не залило дождем, а погодка, к сожалению, это не радует, я позатыкал дыры от них плиткой 40 на 40. Вот так это дело выглядело в дальнейшем. Сваи мы сделали такие, как трубы из рубероида. Купили самый обычный рубероид 15 метров. И при помощи стола, правила, канцелярского ножа и мебельного степлера накрутили из них трубки. Трубки получились немножко конусообразные, так их легче вставлять в грунт, чтобы дождем не замыло грунт, и даже когда будет идти засыпка, заливка бетона, туда не осыпался грунт, потому что грунт у нас сверху такой сыпучий песок вперемешку с глиной. Вот так вот свая выглядит внутри. То есть это метровая труба из рубероида в диаметре в 25 сантиметров. И снизу, как вы видите, хорошо утрамбованный песок. Специально бревном туда все это дело трамбовал, чтобы было все ровненько и красивенько. Ну а после мы перешли к арматуре. Арматура у нас будет внутри 10-очка и перегородки из 8-ки. Хотел брать 6-ку, но, к сожалению, ее не было в наличии на металлобазе. Вязал сам, вязал в первый раз. И сразу скажу, первый каркасик я вязал примерно часа полтора.
Но зато потом остальные 14 буквально за 4-5 часов быстренько навязались. В общем, чисто на каркасы у меня ушел целый день. И вот вам классный лайфхак. Берете 2 ОСБшки, ну либо доски, либо все что угодно. Сразу размечаете в них отверстие под арматуру, которая идет длинная, вставляете ее и потом наверх на весу на них навязываете перегородочки. Получается все очень удобно и аккуратненько. Все каркасики получаются одинакового размера, красивые, квадратные. Так как у нас 25-ки сваи, то каркасики у нас 12,5 сантиметров, такие вот квадраты получаются. И все каркасики после были вкинуты непосредственно в отверстие, в которое будет заливаться сваи. Потом мы из центра немножко убрали мусор, который у нас остался после разбивки порога, потому что, если честно, работать во всем этом очень неудобно. Ну и, конечно же, самая маленькая помощница. А вот и наша колоночка, про которую я рассказывал. Была куплена на Алиэкспрессе, примерно там за 10-15 долларов. Очень классная тема, играет очень громко, всем советую. Отмеряли все по лазерному уровню. И, кстати, получилось достаточно аккуратненько и ровненько. Вот так выглядела подготовка под сваи, после того, как уже повставляли все трубы из рубероида и сверху опять накрыли плиточкой, чтобы все это дело опять же не замыло дождем. После было куплено 1,2 куба бетона, бетон марки М250, был куплен готовый, немножко суховатый, перевезли его самосвалом. Все это дело просто в тачке замешивалось с водой и аккуратненько заливалось в наши подготовленные отверстия под сваи. Вкидывались каркасы, потом поверх шла заливка. И все трамбовали, вибрировали, брал вибратор в аренду. Это недорого. Как странно, как я посчитал, осталось лишних примерно там 0,2 куба бетона. И чтобы их просто так не выкидывать, на скоряк была сооружена вот такая вот импровизированная опалубка, и вдоль старого фундамента дома были раскинуты все остатки излишков бетона. Вот, в принципе, и все. Сваи залиты, сваи готовы. Дальше будем делать ленту. Размечаться на те места, где будет на свае опираться наша лента, где будут становиться сваи, ну и, конечно же, литься основной фундамент. И вот пришло время выставлять опалубку. Опалубку мы выставляли из досок, из которых была разобрана старая пристройка. Из старых добрых досок, которым уже лет 50. На самом деле так случилось, что дерево мы вообще не покупали, и оно в принципе не пригодилось. Как я рассказывал, опять же, у нас такая геология участка, что участок наклонный, и в начале фундамента вы можете видеть, какая получилась высота опалубки. Хотя с другой стороны она примерно 15-20 сантиметров от земли. После того, как поставили первые внешние щиты, начали прокапываться вовнутрь, делать такой вот поясок, буквально на штык лопаты в районе свай. Сделано это для того, чтобы когда мы будем заливать уже ростверк или ленту поверх свай, чтобы бетон хорошо соприкасался непосредственно со сваями. Дальше перешло дело канализации. Когда мы проводили канализацию, ребята, которые проводили канализацию, оставили трубу, не заводя ее в то место, где будет пристройка. Поэтому трубу пришлось заново выкапывать и удлинять. При этом мы оставили специально за домом вот такой вот как обслуживающий. Вот сама канализация уже введена непосредственно под ленту фундамента. Закопались, положили трубы. Все, конечно же, сделано по уровню, под углом. Водичка хорошо уходит, все проверено. И все это дело уходит вот туда вдаль. Там у нас вдалеке зарыты 2 колодца по 2 полутораметровых кольца. После прокопали вот такую вот Г-образную траншейку.
В эту траншейку будет тоже заливаться бетон. Это будет часть фундамента, которая под стенку, которая будет отделять туалет от ванной. И вот время арматуры. Арматура вязалась 12-я, которые вот пешечки по кругу. Ну, в данном случае не пешки, а ошки. Мы делали такие колечки. Они шестерочки. Арматура вязалась в 4 прута, полностью по кругу, включая часть перегородочную, вот эту пешку. Все делалось из 12-й арматуры и на 6-е ошечки. Шаг между ошками полметра примерно. Вся арматура завязывалась и привязывалась к сваям. Весь этот каркас получился достаточно прочный и устойчивый. Полностью перевязывались по кругу, ко всем сваям, ко всем 4 прутам, торчащим из сваи. Поэтому сваи между собой с лентой будут перевязаны просто намертво. По углам все это делалось с хорошим нахлестом. Когда гнулись углы, нахлест там почти по метру у меня получился. На этом я не экономил, ничего не отрезал. И все хорошенечко перевязано вязальной проволочкой 1 и 2 мм толщиной. Все внешние, кстати, в дальнейшем и внутренние щиты были проставлены вот такими вот треугольными распорками, чтобы опалубку не расперло непосредственно при заливке. Я очень боялся, что опалубка из этих старых дохлых досок лопнет. Поэтому делали с достаточно редким шагом, там буквально в 60-70 сантиметров все эти распорочки. И, конечно же, с клиньями в землю. А вот так мы гнули ошки. Берем трубу, 6-ю арматуру и вокруг сапога в 3 приема. 1, 2 и 3. И получается очень классное колечко, которым потом было очень удобно перевязывать 12-й пояс, 12-ю арматуру. Все колечки гнулись в одинаковые, поэтому очень прямой каркас получился. И вот уже пошло обустройство внутренней опалубки. Распорки, которые вы видите по центру, нарезаны ровно по 30 сантиметров. Они временные. В дальнейшем они убирались. Было сделано это для того, чтобы расставить внешнюю и внутреннюю опалубку ровно на 30 сантиметрах друг от друга. Тем самым везде получилась лента одинаковой толщины. Внутри самой опалубки было решено простелить пленку. Это обычная серая, самая дешевая пленка, купленная в Гипере. Она там, по-моему, 150 микрон идет. Говорят, что если простелить внутри опалубки пленку, то получится очень красивая, ровная бетонная стена. При этом доски останутся целые, и в дальнейшем их можно будет использовать где-нибудь еще. Напомню, фундамент мы льем полностью по кругу, так как мы хотим сделать стенки у нашей пристройки с 4 сторон, а не пешку, чтобы в дальнейшем, когда-нибудь, может быть, снести деревянный дом и уже к пристройке перестроить что-нибудь другое. А вот так вот вязалась арматура. Заранее готовилась вязальная проволока, складывалась пополам и сгибалась в такие вот гэшки, примерно 1 к 2. Тем самым было достаточно легко и удобно и быстро все это дело вязать. Проволоки, скажу честно, не жалел. Чем длиннее хвост, тем легче вязать. Вот так вот хоп и в 1 прием. А напомню, если вы смотрели видео про то, как я вязал каркасики для свай, там у меня на 1 каркас, на первый каркас ушло 1,5 часа. Потом уже было все достаточно быстро, рука набилась. Делаю все впервые, напоминаю. И вот такой вот получается у нас постепенно собирается опалубка. Уже фундамент начинает принимать свой облик. Внешняя опалубка расставлена полностью, и потиху заканчивается обставляться внутренняя опалубка. А дальше у нас закончились доски. И даже не вся часть внутренней опалубки уже собиралась, как говорится, из сопутствующих материалов и палок. А именно каких-то шкафов, каких-то кусков ОСБ, ДСП, найденного на участке. Что-то подкинул сосед,
какого-то мусора и так далее. Но хочу сказать, что опалубка собралась достаточно ровно, собиралось все по лазерному уровню, и в дальнейшем при заливке оно, конечно, дало о себе знать. Все сделано очень ровно, с одинаковыми расстояниями и достаточно прочно и качественно. Здесь у нас будет кухня и санузел. Кухня получится примерно 12 или даже 13 квадратных метров, и примерно 5-6 квадратных метров будет туалет с ванной. Ну а вот уже опалубка приняла свой окончательный облик. Распорочки были убраны, сверху были набиты палочки пошире, чтобы при заливке саму опалубку не расперло по сторонам. С обеих сторон опалубки, конечно же, идут распорки. По обеим стенкам идет пленка. Внутри собран каркас из арматуры. И, в принципе, все готово уже непосредственно к заливке. Канализация введена заранее введена вода. И также вы можете видеть оранжевые трубки 25 диаметра. Они с зонтом. Все это введено для того, чтобы в дальнейшем, может быть, при смене счетчика, когда понадобится счетчик поставить не в доме, а на улице, мы могли тоже затянуть в дом проводку. Лишним не будет, во всяком случае. Все это внутреннее пространство после заливки фундамента будет засыпаться песком, и поверх литься бетонный черновой пол. Может быть, даже и до теплого пола дойдет дело. Пока мы над этим просто думаем. Когда будет заливаться бетон, высота опалубки по факту получилась выше изначально задуманного, примерно на сантиметров 15. Но опять же из-за геологии участка. И чтобы бетон не касался деревянной стены дома, была проложена пеноплекс троечка ровно в уровень с опалубкой. Тем самым мы зальем бетон по уровню данного пеноплекса. И он не будет прикасаться к дереву, и дерево не будет натягивать влагу. Последнее, что было проделано перед заливкой, я полностью засыпал песком всю опалубку с внешней стороны по кругу, и с внутренней стороны опять же чуть-чуть подсыпал песка, чтобы бетон не попер через щели между опалубкой и землей. С внешней стороны я ее подсыпал, особенно в начале фундамента, в начале опалубки, так как у нас очень высокая опалубка получилась, примерно 70 сантиметров над землей. А собрана она, напомню, из абы чего. Ни одной доски не было куплено. Все доски старые, треснутые, полугнилые, где-то шкафы, где-то еще какие-то куски ДСП. Но надеюсь, что после заливки все это дело выдержит и не подведет нас. Собрано все с распорками, подсыпано. Ну а дальше будем заливаться. По бетону мы думали сначала залить все это дело самостоятельно. Нужно примерно 5 кубов бетона в этот фундамент. Но все-таки решили не экономить и заказали покупной бетон марки М250 на гранитном щебне. Фундамент должен быть прочным, поэтому на этом все-таки решили пару монет не экономить. Тем более, что разница будет невелика. Соорудили вот такую вот приблуду, такой вот лоточек шириной тоже примерно в 30 сантиметров, он 28. И на самом деле этот лоточек нам чудовищно помог. А дальше смотрите. И вот начало процесса. Приехала бетономешалка. Бетономешалка большая, на 7 кубов. Это 20-тонная здоровая махина, которая еще содержит в себе 11 тонн бетона. И поначалу водитель побоялся заезжать во двор, потому что с дороги к нам во двор достаточно резкий уклон, примерно в 2 метра длиной. Но после небольших разговоров и оценки того, как он сможет заехать, он все-таки заехал. Машина легко прошла в ворота, потому что ворота достаточно широкие.
и мы подъехали прямо к фундаменту. Расчехлили поддатчик, надели на него дополнительную секцию и увидели, что все это дело достаточно короткое, то есть примерно метра полтора, ну может максимум 2 сам поддатчик от машины. И вот пошли первые капли бетона. Заливка началась. Мы стояли и смотрели, лопнет ли все-таки наша опалубка. На самом деле опалубка выдержала и не сдвинулась даже на сантиметр. Все было отлично собрано и очень хорошо и качественно закреплено. Бетон делали достаточно жидким, поэтому растекался он по ленте чуть ли не самостоятельно. Мы просто его немножко подталкивали. И после того, как мы залили ленту с самого начала, с угла, мы применили нашу приблуду в виде лоточка. И с ее помощью мы залили чуть ли не весь фундамент вдаль. Очень классная штука, тоже подсмотрел на ютубе. Если вы будете такое делать, всем советую. Она очень нас спасла. Потому что с другой стороны к нашему фундаменту мы могли подъехать только со стороны соседского двора. А соседи очень боялись, что мы поломаем всю плитку и перекопаем им весь двор. И на самом деле боялись не зря, потому что погода, к сожалению, в этом мае нас не радует. Постоянно идут дожди, уже на протяжении 2 недель идет дождь. И после того, как заехал к нам вот этот вот миксер, бетономешалка 20-тонная во двор, она, конечно же, его полностью перекопала. Весь двор превратился в месиво. Нужно будет потом дальше все это дело подравнивать и садить траву. Вот так при помощи лоточка мы вдаль разливали бетон и просто подтягивали его лопатой. Как видите, подтягивали прямо от лоточка поверху, и в дальнем углу мы уже прям заворачивали его в заднюю стенку нашего фундамента. Туда самотеком все очень даже хорошенечко затекало. В процессе перемещали лоток, немножко подвигали вперед-назад машину и подставляли ее поддатчик и продолжали дальше заливать ленту. После того, как мы залили стенку, которая идет ближе к дому, еще немножко в нее подлили, подровняли и после этого приступили к заливке стенки, которая идет вдоль двора. Когда ее лили, постоянно следили за опалубкой, потому что именно в данном месте высота опалубки от уровня земли составляла примерно 70 сантиметров. И было очень страшно, лопнет она или нет. Но, слава богу, все выдержала. Не зря я песком подсыпал и столько распорок ставил. Напомню, что собиралась опалубка из очень-очень старых досок, из которых была собрана даже еще сама пристройка. А пристроечка это простояла лет 50 точно. Доски сухие, кривые, полугнилые, всего лишь 2 сантиметра толщиной, но все выдержало. Очень повезло с водителем бетономешалки. Очень опытный человек. Он подъезжал прям вот тютелька в тютельку, столько, сколько надо, прям вплоть до нескольких сантиметров. Ничего не задевая и ничего не ломая. Поэтому работа заладилась достаточно быстро. После переместили лоток чуть дальше и начали заливать опалубку, где у нас будет будущий санузел, туалет с ванной. Опять же, туда самотеком все очень хорошенечко затекало. Оставалось только добавлять, подгребать лопатой. Вдвоем мы разлили весь этот фундамент, 5 кубов бетона, примерно за час, со всеми настроечками, подстроечками, перемещением машины и так далее. Поэтому, если вы собрались лить себе что-то подобное, советую, заказывайте себе миксер. 5 кубов бетона за час или 5 кубов бетона ручной бетономешалкой в течение нескольких дней. Это, конечно, разные 5 кубов бетона. Перемешав 1,5 куба бетона в тачке, заливая сваи, я понял, что это очень тяжелая работа. Итак, работа движется дальше. Подливаем, заливаем, и, как вы видите, мы уже практически заканчиваем внешнюю стенку нашего фундамента.
Когда водитель начал выезжать, не зря он опасался, что он может не выехать, потому что выехал он на самом деле только с 4-го или 5-го раза. Машина постоянно буксовала на горке. Это не легковушка, которая по траве легко взобралась вверх и поехала. Чтобы выехать, водитель разгонялся по двору и просто вылетал по горочке вверх. При этом он перекопал нам весь двор. Оставалось залить только заднюю стенку. И мы решили, что не будем заезжать к соседям, ломать им всю плитку и тоже перекапывать двор. Поэтому быстренько все это дело залили при помощи тележки, при помощи тачечки. Буквально 10 тачек, и все это дело было уже закончено. После того, как мы залили весь бетон, у нас осталось еще примерно 0,2-0,3 куба бетона. Водитель скинул бетон на клеенку прямо рядом с нашим двором вдоль дороги. И в дальнейшем этот бетон мы перетаскали еще по двору, подлили возле уличного туалета, такую как ступенечку сделали. 2 тачки бетона даже отдали соседям, они подлили себе отмостку возле дома. Поэтому ничего лишнего не осталось, все ушло в дело, все было полностью использовано. Ну вот, спустя час работы были подписаны накладные, и водитель был отпущен. На этом его работа была закончена. А мы продолжили дальше работу с фундаментом. После того, как была произведена заливка, нужно было проштыковать либо провибрировать фундамент. Для этих целей я взял в аренду глубинный вибратор с толщиной молота, с длиной молота в 1 метр. Но и водитель бетономешалки, и сосед-строитель в один голос сказали, что ни в коем случае вибрировать не надо. Во-первых, расползется опалубка, которая была сделана, как говорится, из сопутствующих материалов и палок. А во-вторых, бетон подавался самотеком, достаточно жидкий, и воздушных карманов в нем не будет. Единственное, что сказали, протыкайте арматурой, проштыкуйте, немножко потрясите, края будут ровные, воздуха не останется точно. Так мы и сделали. И еще раз про данный лоток. Если вы собрались себе что-то заливать с миксера, обязательно соорудите такую штуку. Она очень облегчает жизнь. Фактически миксер стоял на одном месте, а мы только перемещали его поворотный механизм и таскали этот лоток туда-сюда. Ну а после того, как мы проштыковали весь фундамент, всю заливку, было аккуратненько все выровнено при помощи мастерка-шпателька. И на этом работа по заливке была окончена. Получилось все ровненько, красивенько, по уровню, все было очень хорошо выровнено. Будет красивая гладкая поверхность. Единственное, возможно, останутся небольшие полоски от верхних перемычек, надо их все-таки было делать повыше, над общим уровнем фундамента. Но это уже мелочи. Вот прошло примерно 1,5 недели с того момента, как мы залили наш фундамент, и мы начинаем постепенно снимать с него опалубку. 1,5 недели вполне достаточно, потому что на улице средняя температура где-то от плюс 10 до плюс 18 градусов, хоть уже и начало лета, но достаточно прохладно и очень дождливо. Но 1,5 недели достаточно для того, чтобы начинать уже снимать опалубку, потому что все это дело очень хорошо застыло. И вот мы видим остатки нашего старого порога и куска фундамента от старой перестройки. Все это дело, весь оставшийся мусор, мы будем хранить прямо в толще нашего пола. Это позволит нам сократить затраты на песок. А напомню, мы купили самосвал песка. Весь этот мусор мы постепенно перемещаем вовнутрь, закидываем, равномерно распределяем. Причем я специально поставил на одной из точек лазерный уровень примерно, чтобы видеть, как все это дело расставляется по периметру. И потиху разбрасывал все это дело, подравнивая таким образом, чтобы высоко эти камни не торчали. Все это дело мы постепенно разбрасывали. И в дальнейшем, когда мы будем снимать опалубку, я буду дальше присыпать все это песком. Если вы смотрели видео, как мы выставляли опалубку, то вы могли заметить, что я очень серьезно присыпал все это дело песком, как снаружи, так и изнутри. Мы очень боялись, чтобы опалубка не расползлась.
И вот этот песок, который я изначально подсыпал к основанию опалубки, мы сразу же начали забрасывать в дальнейшем вовнутрь фундамента. И вот вы видите, как выглядит наш фундамент после того, как была снята опалубка с самой высокой стороны, а именно с лицевой. Да, доски виднеются, да ну и ладно, в дальнейшем, наверное, заштукатурим. Тоже будет красиво. Дело потиху продвигается. Вот мы сняли и с другой стенки опалубку. Опалубка снимается очень легко. Напомню, мы простирали все это дело, простилали пленкой. И за счет того, что была пленка, все доски остались целые. Но в дальнейшем они пригодятся еще где-нибудь. А пока я мучаюсь с фундаментом, жена осваивает бензокосу. И очень даже неплохо, все хорошо получается. Наш участок. Вот так все это дело выглядит. Дожди идут, трава прет неимоверными темпами, поэтому приходится косить чуть ли не каждую неделю. Ну и вот на этом месте скоро будет наша кухня с туалетом. Очень хочется быстрее все это дело достроить. Вместительную машину иметь до безобразия удобно. В наше Санта-Фе первого поколения при сложенных задних сиденьях влазит 3 полные пачки пеноплекса. Но работа с фундаментом продолжается. После того, как мы закидали песок со всей внешней стороны опалубки и поснимали всю опалубку, начинаем постепенно завозить песок вовнутрь тачками. И равномерно все это дело там внутри разбрасывать. Кстати, в целом, чтобы полностью засыпать весь фундамент, шло действительно где-то половина 20-тонного самосвала песка. Засыпали 2 дня. Пришлось возить туда тележкой очень-очень много всего этого дела и постепенно разравнивать сначала досточкой, потом правилом, потом под уровень все это дело старались как-то более-менее выровнять. Но в дальнейшем, конечно же, трамбовали. Ведь без трамбовки ничего бы не получилось. Такие вещи надо всегда очень хорошо и плотно утрамбовывать. Для этих целей я взял 90-килограммовую трамбовку и начал с ней играться. Трамбовали долго и упорно, не ленились, не халтурили, трамбовали примерно полдня, спалили кучу бензина, но утрамбовали до такой степени, может быть, я даже и перестарался, я не знаю, но по итогу, даже на следующий день, когда я приезжал уже после того, как трамбовал, песок был настолько плотный, как будто в него добавили цемента. То есть его даже пальцем нельзя было просто отковырнуть от земли, настолько плотно все это дело утрамбовалось. Но после того, как мы прошли трамбовкой, я еще из шланга немного полил его водой. Может, это дало такой эффект, не знаю. Ну а вот результат. Утрамбовалось все очень ровненько, плотненько, под уровень правилом постоянно сгребал, сдирал, а каких-то огромных бугров, неровностей или ям, к счастью, не получилось. Это очень сильно облегчит дальнейший процесс. И укладки чернового пола, и пеноплекса укладки, и заливки бетона. А будем делать мы именно полы по грунту. Причем полы мы будем делать сразу, до того, как класть стены. Потому что по бетонному полу в дальнейшем работать гораздо удобнее, чем постоянно ковыряться в песке.
Об этом мне говорило достаточно много опытных людей в стройке, и все советовали в первую очередь обязательно залить пол, а потом уже класть стены. Я решил их послушать и сделал именно так. Вот такая красота у нас получилась. Весь фундамент засыпан, и высотой от песка до фундамента мы имеем примерно 15-16 сантиметров. Сделано это для того, чтобы в дальнейшем уложить 5-сантиметровый пенополистирол или пеноплекс, или от Технониколь XPS панели, и сделать на них армировку из сетки, и в дальнейшем залить где-то 8-10 сантиметров бетонной стяжки. Напомню, что под фундамент мы сразу вывели все коммуникации, и канализацию, и воду, и на всякий случай просто пару трубок с зондом, если в дальнейшем понадобится какую-нибудь электрику либо затянуть в дом с улицы, либо наоборот из дома на улицу. Ну а вот были уже куплены панели технониколевского, как его, пеноплекса называют. Но это не пеноплекс, он там по-другому называется. Пенополистирол вроде как. 5-сантиметровый. Для наших целей этого вполне достаточно. Сначала простилаем полностью песок пленкой, обычной вторичкой 120 микрон в 2 слоя. То есть мы ее изначально не разрезаем. Она у нас служит как первым слоем гидроизоляции. Прокладываем данную пленку, и в дальнейшем в эту пленку мы будем закладывать наш пенополистирол утеплитель. Сделано это специально с нахлестом на стены, чтобы от грунта не шла влага. И на все это дело укладываем наш утеплитель Технониколевский XPS. Или пеноплекс, в простонародье, как его все называют. Укладываем его с небольшим перехлестом, как вы видите. Как говорят, ламинатная укладка. Каждую последующую панель, которая идет с краю, мы обрезаем и кидаем на противоположный угол. Таким образом у нас не образуется сильного нахлеста. Точнее не нахлеста, а не образуется 4 стыка на углах. Это очень важно. Тогда он лежит ровненько. Все швы проклеиваем армированной лентой и пускаем по самому фундаменту сантиметровую демпферную ленту. Нужно это для того, чтобы пол намертво не был завязан с лентой фундамента. Так называемый плавающая стяжка или плавающий пол. Так его делать правильно. Иначе, если фундамент начнет подвижки, а я думаю, так или иначе он все равно немножко их начнет делать. Хотя стоит он на 15 сваях, чего будем двигаться, чтобы пол не лопнул. Хотя он и так не лопнет. У нас будет 10-миллиметровая стяжка, внутри которой будет заармирована сеткой. Было подготовлено основание, хорошо утрамбовано. Положен сверху 5 пеноплекс, пленка. Все это дело хорошо скотчем проклеено. И в дальнейшем мы приступаем к укладке армирующей сетки. А чтобы сетка не лежала просто так на пеноплексе, а была примерно в середине, есть классная хитрость. Берем 10-ю трубу канализационную, самую обычную, и нарезаем ее на нужную нам высоту. Допустим, как в моем случае, это 3 сантиметра. Стяжка у меня получается примерно 10-12 сантиметров на разном уровне. И вот эти 3 сантиметра это как раз 1/3 высоты стяжки от низа. Ложим эти колечки и сверху на них кидаем нашу армирующую сетку. Тем самым сетка получается внутри стяжки, а не просто закопана над бетоном. Раскидываем все колечки, раскидываем сетку, между собой ее перевязываем, чтобы не гуляло. И вот уже почти все готово к заливке. Пластик, кстати, можно класть в стяжку, в отличие от всяких битых кирпичей, камней и тому подобных вещей, потому что те могут вспучиться в дальнейшем, а с пластиком ничего не случится. Сеточку мы использовали в картах 1 на 2 метра, и она, по-моему, из 4-миллиметровой проволоки.
В дальнейшем перешло дело маяков. Ведь мы же хотим сделать все ровно. Значит, стяжку мы будем лить по маякам. Это обычные штукатурные маяки высотой в 10 мм. Берем эти маяки и расставляем друг от друга на расстоянии чуть меньше метра, потому что мы будем работать метровым и двухметровым правилом. Так будет гораздо удобнее. Выставляем по уровню абсолютно все маячки. Для этого из обычной цементно-песчаной смеси из раствора мы делаем вот такие вот горочки, куличики, бугорочки, называйте их как хотите. И на них ставим непосредственно маяки. На следующий день все это дело засохнет, и по ним будет очень удобно и аккуратненько литься в уровень. Пол будет очень ровный. Заливать стяжку мы будем просто песком вперемешку с цементом, 1 к 4. Будем мешать в бетономешалке и тачкой возить и потиху заливать, засыпать. А вместе с этим мы, конечно же, будем использовать специальные добавки для бетона. Вот такая вот добавочка, суперпластификатор. С ним бетон будет гораздо прочнее, чем без него. И с таким раствором будет гораздо легче работать, ведь он будет пластичнее. И вот пошла работа. Начинаем заливаться. По чуть-чуть, помаленечку, за вечер мы залили примерно 2 квадратных метра пробных. Залили, растянули и увидели, что в принципе все получается. На следующий день работа пошла веселее. А по участку у нас бегают ежи. Их очень много. Иногда ночью выходишь во двор, прямо слышно, как они со всех сторон копошатся. И вот следующий день. По чуть-чуть, помаленечку работа идет. Заливаем, разглаживаем. Как я уже говорил, используем пластификатор, поэтому работать со смесью достаточно просто. И все хорошо, ровненько и аккуратненько получается. Единственное, что смутило сразу во время заливки, то что вот эти бугорочки, на которые мы ставили, маяки, они первое время просматривались через стяжку. Но в дальнейшем все равномерно высохло, и никаких следов от них не осталось. Напомню, мы купили самосвал песка и думали, зачем же так много. Но я хочу сказать, он достаточно стремительно заканчивается. Мы еще сделали далеко не все работы, а осталось уже меньше четверти от самосвала. Вот за полдня мы полностью залили кухонное пространство и часть коридора. Остался только санузел. В целом, по объему мы посчитали, за день мы замешали примерно около 2,5 кубометров бетона. И что же нам нужно для заливки бетона? Надо песок, надо цемент, пластификатор, бетономешалка и классная работящая жена. Ну и вот результат. К концу дня работа была сделана. Все было залито, растянуто, аккуратненько разглажено. И осталось только дождаться, пока все это дело высохнет. В целом, хочу сказать, что заливать стяжку по маякам достаточно просто. Получается ровно. Нет никаких бугров и огромных перепадов. Ни ям, ничего. Поэтому, если вы собрались заливать себе что-то подобное, очень советую сначала расставить маяки по уровню.
и в дальнейшем по ним будет достаточно легко и просто все это дело заливать и работать. Стяжку лили специально, ведь по ней будет работать гораздо удобнее, чем по просто песчаному полу. Будет меньше грязи и в целом комфортнее. Ну а это для любителей всяких таймлэпсов. Видео с нашей камеры видеонаблюдения. Вот так вот с самого утра и до конца дня мы заливали наш бетонный пол. Сначала подтягивали на тачке цемент, раскидывали лопатой и правилом по маякам все это дело разглаживали. В дальнейшем, когда уже тачкой стало подъезжать неудобно, мы сначала заезжали сбоку, а в дальнейшем уже вдали я растаскивал все это дело в ведре. Тяжеловато, хочу сказать. Очень много бетона за день перенесли. Примерно 2,5 кубометра. Но это самый простой способ. Можно было, конечно, купить и готовую бетономешалку, миксер. Было бы гораздо быстрее, это была бы работа сделана за полчаса. Но песок надо было куда-то применить. И тем более еще был халявный цемент. Кстати, наша камера видеонаблюдения висит уже почти 10 месяцев. И за это время она очень хорошо себя показала. На канале есть очень много видео о том, как я ее настраивал, где покупал, сколько у нее всяких прикольных плюшек. Поэтому, если интересно, проходите по ссылочке вот на этот плейлист и смотрите, изучайте. Ну а вот это уже результат на следующий день. Получилось ровненько, красивенько, все очень прочно, аккуратно. Мы довольны. А перед тем, как показать, как мы положили первый ряд, я расскажу, что за блоки мы покупали. Перестроечку мы будем строить из газосиликатного блока размером 625 на 250 на 250. И это блоки Минского завода силикатных изделий. Было закуплено 15 кубометров блоков. Вот размер блоков 625 на 250 на 249. Это блок плотности D500 и первой категории. То есть они по сути должны быть ровные. Причем, что самое интересное, блоки вчерашнего производства. Перед тем, как класть первый ряд блоков, нужно сделать отсечную гидроизоляцию от фундамента. Для этого был куплен рубероид и полосками по 30 сантиметров нарезана вся туба. В дальнейшем эти маленькие получившиеся рулончики раскатывались по всей ленте фундамента. А напомню, она у нас шириной в 30 сантиметров.
И сначала промазывали праймером, и потом на него уже непосредственно клеили рубероид. Так сцепление с ним будет гораздо лучше. После того, как весь рубероид был проклеен, он был немножко прижат блоками и таким образом оставлен на день, ведь праймер сохнет от 10 до 12 часов в зависимости от температуры на улице. Мы его оставили на сутки. Дальнейшие работы проводились именно уже на следующий день. Первый ряд блоков, конечно же, кладется на раствор. Для этого нужно просеять песок. Ведь песок, даже с небольшими камнями, нам очень сильно помешает в ровной кладке. Поэтому через сито мы просеиваем песок и в том же соотношении, что и листяшку, примерно 1 к 3, 1 к 4 делаем раствор. Раствор в данном случае делается достаточно суховатый. И вот вы можете видеть, как уже пошла кладка. Фундамент, слава богу, получился достаточно ровный по горизонту, поэтому перепады между углами у нас в самом большом месте составили всего лишь 3 см на 6 метров длины. Блоки, как вы видите, мы на 5 см выдвинули за ленту фундамента. Сделано это для того, чтобы в дальнейшем либо красиво заштукатурить, либо может обложить каким-нибудь декоративным камнем сам фундамент, и чтобы он не выпирал за стены. А еще говорят, так правильно делать, чтобы влага со стен лилась не на фундамент, а сразу на землю. Внутренняя стена пристройки у нас будет немного отходить от дома, тем самым получится небольшой воздушный карман. В дальнейшем по проемам мы все запеним и утеплим тем же самым пенополистиролом, либо пеноплексом. И вот работа продолжается. По чуть-чуть, помаленечку блоки кладутся. На самом деле первый ряд блоков класть достаточно сложно. Нужно каждый блок выравнивать по уровню, как вдоль, так и поперек, так и по высоте. Ведь первый ряд самый важный. Все должно быть максимально ровно. Толщина кладки у нас, как видите, достаточно небольшая. Примерно 3-4 см в разных местах. В самом высоком углу кладка не превышала даже, по-моему, 1,5 см. Уже начинают высматриваться контуры самого и кухни, и санузла. Места будет предостаточно. Примерно 15 квадратных метров сама кухня и порядка 4 квадратных метров санузел. А раствор делается достаточно сухой. Ведь по жидкому раствору будет очень тяжело класть блоки. Он будет постоянно стараться утекать. По самому блоку что могу сказать? На первый взгляд они казались прямыми, но все равно попадаются горбыли. Причем горбылей достаточно много. Слава богу, битка в поддонах немного. Когда распаковывали поддоны, было заметно, что все блоки целые. Есть, конечно, минимальные сколы по углам, но их мало. То есть пополам лопнувших или на треть лопнувших блоков такого не встречается. Конечно же, натягиваем нить, и по нити выставляется полностью весь горизонт. Это самый распространенный и самый простой способ. Когда распаковывал блоки, мне они показались достаточно сырыми. И, как ни странно, как-то он легко крошился. Но это на самом деле на первый взгляд. Это я всего лишь взял осколок. Сами блоки марки D500 и достаточно плотные. Блоки, если мне не изменяет память, закупались 7 июня. А как вы видите на ярлыках стоит дата производства 6 июня. Свежачок. Когда распаковывал блоки, они внутри были горячие. Причем настолько горячие, что можно было даже обжечься.
Непонятно, то ли они не успели остыть на заводе, то ли они настолько впитали солнечную энергию в себя, пока стояли в солнечный день на солнце. Окладку мы кладем в дальнейшем на клей для блоков. Покупали обычный илмаксовский клей в гипермаркете, и на него уже в дальнейшем шла вся укладка. В данном случае клей для блоков использовался только для бокового соединения блоков. Внизу, опять же, напоминаю, цементно-песчаный раствор. Ну и, конечно же, незаменимый инструмент. Была куплена вот такая вот пилка, опять же в гипере. Одна из самых дешевых пилок, потому что у нас все бюджетненько. Пила, которой мы будем пилить непосредственно газосиликатные блоки. Также была приобретена вот такая вот терочка, чтобы в дальнейшем затирать все это дело вровень. Ведь после каждой кладки каждого уровня нужно ровно его затирать. Тогда следующий уровень будет ровный. И был куплен вот такой вот ручной штроборез. Много народу мне говорило, что армировать блок не нужно, но арматура стоит достаточно дешево, поэтому на этом тоже решили не экономить. Ведь у нас здесь не километры арматуры, а совсем немножко. Обязательно заармируем первый ряд блоков и подоконные ряды. Работа шла понемногу. В целом на кладку первого ряда блоков у нас ушел целый день. Делали не спеша и аккуратно, зато сделали все очень ровно. И вот уже конец. Первый ряд блоков положен, теперь видны контуры помещений. Причем первый ряд мы положили уже ближе к полуночи, закончили. Очень хотелось закончить все за первый день. Ведь не хочется никогда откладывать такие дела на потом. Теперь осталось немножко подождать, пока все это дело подсохнет. Опять же, рекомендуется примерно сутки, чтобы цементно-песчаный раствор по первому ряду засох. В дальнейшем сделаем штробу и заармируем первый ряд. Для армирования была закуплена арматура 8 мм в диаметре и в 6-метровых прутах. С такими работать будет гораздо проще и будет меньше перевязок. А погодка опять не радует, идут дожди. Для начала нам потребуется шуруповерт, какая-нибудь ровная планочка, подлиннее желательно, лазерный уровень и ручной штроборез. Ну а вот как идет сама работа. Для начала мы ровненько по центру отмеряем линию лазерным уровнем, ведь так будет гораздо проще работать в дальнейшем. Арматуру мы будем класть в один ряд, ведь это 25-й блок. Была бы это хотя бы 30-ка или 40-ка, тогда можно было бы подумать о двух рядах. Но одного здесь вполне достаточно. Следующим этапом мы берем нашу длинную ровную планочку и засверливаем ее на 3 самореза прямо на блок. Ведь штробу мы будем делать именно по ней. Так работать гораздо проще. Выкладываем по линии лазерного уровня нашу планку и крепим ее непосредственно к газоблоку. А потом прямо вдоль планки, упираясь в эту планочку, она у нас служит как направляющая, ручным штроборезом мы делаем непосредственно штробу, предварительно, конечно же, выключив лазерный уровень, ведь зрение нам очень дорого. Штробу нужно делать примерно 2-3 см глубиной, чтобы в нее хорошо утопилась наша арматурка. Прорезаем, чистим и понемножку начинаем сдвигаться вдаль.
Кстати, работать штроборезом по газоблоку достаточно просто. Он очень легко им режется. Штроборез входит в газоблок прям как нож в масло. В дальнейшем убираем нашу планочку и наводим порядок. И по этой же планке мы просто будем переходить по всему первому ряду блоков. Будем ее переставлять и пересверливать. Засверливать и отсверливать. И делать по ней штробу. Обязательно нужно все это дело обеспылить. Ведь когда мы будем уже непосредственно в штробу класть клей, которым мы будем накрывать нашу арматуру, клей, прикоснувшись с пылью, сразу же свертится, крутится в шарике. Он сразу всю влагу отдаст в эту газоблочную пыль. Поэтому все это дело нужно очень хорошо очистить. И вот что у нас получается. Делаем полностью по кругу штробу, включая и на углах. И даже будем армировать наши перегородочки. Мы полностью всю кладку будем делать из 25-го блока. Пускай мы потеряем пару сантиметров пространства внутри, но зато это будут капитальные стены, да и резать придется меньше блока, и кладка ровнее будет. На следующем этапе нам понадобится наша металлическая труба, которой мы будем гнуть стальную арматуру, и болгарка, которой все это дело будет обрезаться. Берем арматуру, гнем ее трубой под угол, предварительно, конечно же, замерив по длине, и укладываем непосредственно в штробу. Так и армируется газоблок. Чем длиннее арматура, тем проще с ней работать. Меньше будет перевязок. Обязательно должны быть цельными углы, чтобы не просто два прутка арматуры подходили друг к другу, а именно загибалась под угол. Это очень важно, ведь вся нагрузка идет по углам. Обязательно отмеряем нужную длину и отрезаем. В данном случае 7 раз отрежь, 1 раз приклей не канает. Надо все вымерять. То, что отмерили, отрезаем болгаркой и в дальнейшем укладываем опять же в штробы. Вот что получается. Штроба, а в ней арматура. А по углам мы все это дело между собой обязательно перевязывали. Причем даже вот в этих вот стенках, которые у нас отделяют санузел, не просто лежит продольный кусочек, а он загнут под угол с нахлестом примерно в 20 сантиметров. И любые соприкосновения арматуры друг с другом идут с нахлестом в 20-30 сантиметров. Углы обязательно цельные. В дальнейшем все это просто перевязывается вязальной проволокой, чтобы она находилась в зафиксированном положении. И последний этап. Теперь нам нужно все это дело закрыть клеем. Берем ведро, берем воду, клей и опять же наш шуруповерт с миксерной насадкой. Сейчас мы замешаем клей и полностью закроем арматуру. А перед этим ее желательно достать из штробы. Лучше всего сначала в штробу положить клей, а потом уже топить в ней арматуру. Тогда не образуется никаких пустот между блоком и арматурой. Клей замешиваем строго по инструкции. Сначала в ведро добавляем воду, потом в воду добавляем уже непосредственно сухой клей
Замешиваем все это дело миксером, даем 5 минут отстояться и замешиваем повторно. Добиваемся такой, что-то между густым и жидким, даже не знаю, как это назвать, мягкой консистенции. Закладываем клей в штробы по всему периметру и в дальнейшем будем топить в нем арматуру. После того, как нанесли клей по всей длине, начинаем закладку арматуры. Просто вставляем ее в штробу и пальцами либо скребком притапливаем. Желательно на всю глубину штробы. Клей выдавливается обратно и закрывает арматуру сверху. Тем самым у нас не образуется никаких воздушных карманов и пустот. Все будет тщательно и аккуратненько проармировано и закрыто клеем. После того, как мы утопили всю арматуру, все ровненько разглаживаем, и получается все красиво и аккуратно. Ну и вот итог. Как видите, на самом деле ничего сложного. Все достаточно просто и понятно. Перед тем, как продолжать следующие ряды, мы предварительно сняли окно, забили его ОСБшкой, внутри утеплили ватой, и теперь можно продолжать смело ложить последующие ряды. Перед кладкой второго ряда, первый ряд, конечно же, был начисто зачищен теркой, потому что чем ровнее предыдущий ряд, тем лучше ложится следующий. Мы полностью зачищали первый ряд теркой под уровень и, конечно же, убирали с него весь мусор, обеспыливали. Так гораздо проще будет работать в дальнейшем. Кладка нового ряда начинается с углов. По углам мы изначально выставляем все 4 блока и натягиваем между ними нить. По этой нити будет уже непосредственно идти кладка. Будем равняться под нее, чтобы стены были ровные. Распиливали газоблок мы обычной ручной пилой. Вот такая вот специальная пила для газоблока была куплена в строительном гипере. Самая дешевая пила, и она очень даже нормально пилит 500-й газоблок. Ничего в этом сверхсложного нет. Перед этим думал, конечно же, пилить электропилой, типа бензопилы, только электрическая. Но очень жалко механизм, ведь это мелкодисперсная пыль, все это дело забивает, и пила может выйти из строя. А руками их пилить достаточно просто. Даже гораздо проще, чем дрова. На распилку одного газоблока уходит порядка 1-2 минут. Напомню, блоки у нас 25-ки. Что по поводу терки могу сказать. Кроме вот такой вот обычной терки, которая после затирания первого ряда блоков по центру стерлась чуть ли не в ноль, мы сделали еще альтернативную, посоветовал сосед. Взял обычную пенопластовую терку и на нее на шурупы прикрепил вот такую вот гвоздевую пластину. Ей шлифовать вообще идеально, легко и просто. Еще могу сказать про киянку. Изначально я купил неправильную, 450 грамм. Берите сразу 950, либо килограммовую. Ей гораздо проще управляться с блоками. И вот потиху укладывается второй ряд. Конечно же, все кладется в перехлест и ровненько подравнивается. Шов получается примерно 2 мм. И здесь вы уже видите, уже по зданию видны сами контуры.
Вот так вот будет выглядеть наш санузел. Места будет достаточно много. И душевая кабина станет, и унитаз, и стиральная машина, и раковина. Кухня получается примерно 15 квадратных метров. И коридорчик, в котором мы еще поставим в углу шкаф-купе, и вход в дом. Блоки, напомню, брал Минского завода силикатных изделий. И, если честно, блоки кривоватые. Попадаются и горбыли, и перепады между блоками примерно в 2, а то и в 3 мм. Хотя это первый класс блока. Блок должен быть друг другу вровень примерно до миллиметра. Но, как видите, в реале это не так. Говорят, что очень качественные блоки забудова, но, к сожалению, в данный момент их не купить. В сезон за ними 2 месяца очередь. Поэтому даже после выкладки второго ряда блоков мы опять же все проходим теркой под уровень. И все хорошо затираем и вычищаем. Ведь следующий ряд должен быть точно такой же ровный, как и предыдущий. Стыки между домом и пристройкой мы будем пропенивать, а где получается большая щель, еще прокладывать 3 см пеноплекса. Напомню, что мы строим чуть ли не отдельное здание, которое стоит в упор к нашему деревянному дому. Специально пристройка строится в 4 стены, чтобы в дальнейшем, если будет желание и, конечно же, возможность, можно было снести деревянный дом и уже перестроить что-нибудь к пристройке. Поэтому это задел на будущее. И поехали следующий ряд. Опять же выставляем блоки по углам под уровень, натягиваем нитку и точно так же начинаем вперехлёст раскидывать блоки. Сам процесс кладки достаточно прост и незамысловат. Замешиваем клей, изначально шпателем выкладываем в достатки клея, хорошенечко его размазываем как по нижней части, так и по боковому примыканию. И в дальнейшем вот такой вот гребеночкой с высотой зуба 8 мм делаем протяжку в бок и по нижней части. В дальнейшем кидаем на это газоблок и равняем его. В принципе, все достаточно просто. Единственное, что сложно, это таскать сами газоблоки. Даже газоблок 250 на 250 на 625, он небольшой, но весит он порядка 25 килограмм. Если честно, носить мне их тяжело. Ставим газоблок, подравниваем нашей резиновой кияночкой по всему периметру. Смотрим, чтобы он ровно стал по нитке, ровно стал по краям, по углам. Периодически проверяем уровнем, чтобы все это дело стояло ровно. И вот так от блока к блоку выкладываем нашу стену. Остатки, которые вылазят у нас по швам, лишний клей, мы аккуратненько собираем шпателем и вот так вот засовываем в образовавшиеся швы, полностью замазывая их как по бокам, так и по нижнему примыканию. Тем самым полностью исключая любые непроклеи, отверстия, продувания и так далее. Потому что когда одни из соседей, помню, когда-то строили гараж, ложили газоблок на цементно-песчаную смесь, между некоторыми блоками даже были сквозные щели. Очень хочется избежать такого эффекта. И вот так, за выходной день, по чуть-чуть, помаленечку, мы положили примерно 2,5 ряда блоков. Это 2 неполных дня. Не спеша, абсолютно не спеша и аккуратненько. На 2,5 ряда блоков у меня ушло почти 2 поддона блоков. Осталось еще 6. Думаю, этого должно хватить на перестройку. Даже полкуба еще должно по просчету остаться. Но будет видно. Начинаем потиху выкладывать уже 4-й ряд. Как вы можете видеть, 4-й ряд мы сразу начинаем армировать. Ведь по армировке, по-правильному, должен быть проармирован 1-й ряд,
и в дальнейшем каждый третий. То есть в нашем случае это будет первый, четвертый и седьмой ряды. Всего будет выкладываться 10 рядов блоков по 25 сантиметров. Итого стена будет высотой до потолка 2,5 метра. Блоки начинают потиху заканчиваться. Чтобы положить 4 ряда, я уже использовал чуть больше, чем 2,5 поддона блоков. У нас еще остается 5,5 поддонов. Я думаю, на все должно хватить. А на улице тем самым стоит неимоверная жара для наших широт. На улице плюс 30-32 градуса. Очень жарко. И чтобы хоть как-то спасаться от солнца, я приволок и поставил себе садовый зонт. Дети целыми днями не вылазят из бассейна. Очень круто, вода очень хорошо прогревается и солнышком, и иногда мы помогаем нашей печечкой. Поставлены все забавы, гамак, батут, садовые качели. В общем, свой собственный маленький Диснейленд. А по печке, вот она стоит, потиху греет, насос гоняет через нее воду и подогревает наш бассейн. Все тот же самый насос Best Way на 2 куба. По температуре воды в бассейне можете судить сами. Сейчас середина дня, 31 градус температура воды в середине бассейна, не на поверхности, потому что бассейн перемешан. А на выходе из печки, так там вообще температура воды порядка 36-37 градусов. Таким образом, бассейн до конца дня прогревается целиком и полностью под 32-33 градуса. Но дальше почему-то он греться не хочет. Наверное, уже начинает остывать быстрее, чем нагреваться. Особенно вечером, когда становится уже чуть-чуть прохладнее. Ну а мы продолжаем. Вот и пошел 5-й ряд. Как видите, уже начинают вырисовываться оконные проемы. У нас на кухне будет 2 окна. Большое, которое мы в дальнейшем планируем вдоль него поставить столешницу. Оно будет 1 метр на 1,40 м. И небольшое, то, которое мы достали из деревянного домика. Оно будет идти вертикальное, 90 на 120. А на высоту блоки уже становится закидывать достаточно тяжело. Поэтому я начинаю лепить вот такие вот импровизированные леса. Ставлю блок на блок, на них поддоны и уже лажу. Начинаю таскать блоки наверх на эти поддоны. Так гораздо легче. Вот уже после 5-6 рядов блоков начинают вырисовываться реальные объемы помещений. И уже чувствуется. Но погода из крайности в крайности. То жара, то дожди. И это нам не помеха. А вот и 7-й ряд. Уже и окна хорошо прорисовываются. И, конечно же, мы будем его тоже армировать. Помещение получается достаточно просторным. И этого вполне хватит для кухни. Хорошо, что мы не стали его делать меньше, хотя изначально думали остаться в прежних размерах пристроечки. Когда мы расширили ее на всю ширину дома, будет гораздо уютнее. В санузле будет окошко 50 на 60. Здесь, напомню, 1 метр на 1,40 м и 1,20 м на 90. Проем будет 1 метр на 2 метра. 7-й ряд газоблока мы тоже армируем. Напомню, арматуру мы используем 8-ку. Ручным штроборезом прорезаем штробу, потом заливаем клей, кладем вовнутрь арматуру и тем самым армируем каждый 3-й ряд. Про это было отдельное видео, как это делается. Ссылочку можете посмотреть сверху. Армируем полностью по кругу, и в углах, и длинные прогоны. Все должно быть хорошо заармировано. Так будет гораздо надежнее. И вот уже 8-й ряд газоблока. Высота 2 метра. С тем учетом, что еще 1-й ряд блоков лежит на песчано-цементном растворе, то реальная фактическая высота местами получается 2,05-2,06. Ну, еще же швы дают немножко высоты.
свои строительные леса я начинаю понемножку поднимать наверх. Ну, чем выше, тем страшнее. Немножко пошатываются, конечно, но работаем очень аккуратно. Межкомнатный проем, который у нас будет идти из кухни в туалет, ну, получается, мы его сделали 80 сантиметров, чтобы поставить дверь семерочку, и в высоту он будет 2,05 под обычную стандартную межкомнатную дверь, чтобы в дальнейшем не вырезать или не наращивать. И вот так все это дело выглядит снаружи. Напомню, высота 2 метра, 8 рядов блоков, и дальше у нас пойдут перемычки. Перемычки будем делать блоки пешки, закладывать в них арматуру и заливать все это дело бетоном. Погодка, к сожалению, не радует. После очень сильной жары начались дожди, но это не мешает нашей работе. Чтобы было не сильно мокро и не капало на голову, мы опять же поставили наш спасительный садовый зонт и начали работу. А перемычки мы будем сооружать из блоков. Будем делать пешечки, так называемые ублоки, и в дальнейшем уже вязать в них арматуру и заливать бетон. Тем самым будут монолитные бетонные перемычки. Берем блок, размечаем. Боковые стеночки у меня получаются по 5 сантиметров и нижняя 7. Итого мы будем вырезать 15 на 18 сантиметров блока. Ведь блок у нас 25-ка. 25 и 25 в обе стороны. Будем пилить это все дело пилой. Делаем 2 пропила. И хочу сказать, что такой пилой эти пропилы делать было достаточно сложно, потому что пила у нас получается короткая. И по факту это не 2 пропила, а даже целых 4. В дальнейшем мы берем наш шуруповерт, одеваем на него длинное сверло по бетону и делаем несколько отверстий именно по линии, которая у нас означает низ выреза блока. Делаем отверстие с 2 сторон. Делается это для того, чтобы в дальнейшем аккуратненько кияночкой выбить центр. И тем самым мы получаем U-образный блок или пешечку так называемую. Выбиваем центр, аккуратненько его достаем. И вот результат. Получается вот такой вот U-блок. Несложно и можно. По факту, чтобы сложить перемычки, нам потребовалось порядка 10 блоков. И после 2 изготовленных я понял, что уже очень даже затупленной пилой для газоблока делать все это достаточно тяжело. И как я говорил, она короткая, ее не хватает даже на всю длину блока. Поэтому, пошарудив по сараю, я нашел старую дедовскую двуручную пилу для бревен, которая лежала 300 лет в сарае, не использовалась, была, кстати, даже заточена, и она пошла в дело. Пошел конвейер. Взяли, сразу разметили подряд несколько блоков, заранее заготовили, чтобы не прыгать от разных работ, и начали пилить. Ну, а пилили вдвоем с женой. Достаточно быстро. За час мы 10 блоков напилили. Могу лишь сказать, что чем больше мы пилили, тем было сложнее. Потому что пила, наверное, со временем начала достаточно сильно тупиться о газоблок. В процессе пилки поучаствовала вся семья. И это наш самый главный помощник. Тоже немножко помогла попилить.
И после еще раз шуруповертом прошел абсолютно все блоки. Делается это с двух сторон. То есть сначала делаем дырки с одной стороны, переворачиваем, делаем точно так же дырки с другой стороны. Берем в руки кияночку и аккуратным движением руки выбиваем центра. Может быть, в дальнейшем они тоже пойдут куда-нибудь в дело, поэтому они не выброшены, а аккуратненько сложены на поддон. Вдруг еще где-то пригодятся. После того, как наделали у блоков, я начал сооружать вот такую вот импровизированные подставочки, арочки, чтобы в дальнейшем уже на них класть эти ублоки. Делал опять же из того, что нашел под рукой, скажем так, из каких-то старых валявшихся досок. Делаем распорочки, смотрим, чтобы все крепко стояло. На каждой распорочке вешался сам, проверял, чтобы ничего не отвалилось, потому что если газоблок упадет на голову, будет не совсем приятно. И вот пошла кладка. Конечно же, все идет в перевязку. Укладываем газоблок на цельные блоки изначально. И в дальнейшем просто распускаем тоже на наши опоры. Вот так это выглядит сверху. Перемычку, где у нас идет окно и входная дверь, я сделал на всю стену сплошную. Так будет надежнее, мне кажется, потому что еще и центральная стенка промежуточная будет завязана в данную перемычку. Перемычка над окном выполнена из 3 блоков, и она уже идет отдельная. По углам пока лежат сплошные блоки. И в точно такой же манере выполнена перемычка при входе в санузел. Ну а после того, как мы положили блоки, начинаем заполнять их арматурой и бетоном. Для этого мы используем 8-ю арматуру и делаем вот такой вот шаблончик. Напомню, у нас внутри размер 18 на 15 получается, соответственно шаблон примерно 15 на 12, чтобы с каждой стороны по сантиметру по 1,5 арматура не касалась газоблока. Ну, был так называемый защитный слой бетона. Использую 8-ю арматуру и 3-миллиметровую оцинкованную вязальную проволоку. Ошечки в данном случае я делаю напрямую из проволоки, просто перевязывая ее в виде квадратов по шаблону. Передвигаю шаблон и вяжу эти окошки. В дальнейшем закидываем арматуру непосредственно наверх в наши пешечки и туда же будем заливать бетон. Конечно же, арматура будет и над дверным проемом, и над оконным проемом. Все перемычки делаются по одинаковому принципу, они просто разной длины. Бетон я делал просто из песка и цемента, размешивал все это дело в бетономешалке 1:4 и, конечно же, добавлял суперпластификатор для удобства работы со смесью и чтобы она была крепче, ведь пластификатор добавляет крепости бетона. Мешал бетономешалкой возле кучи песка, тачкой завозил непосредственно уже на кухню. Дальше в ведерко залазил на импровизированные леса и ведерко выливал уже в перемычку. И вот так все это дело перетаскивалось. И вот результат. Залитая перемычка. Аккуратненько шпательком все выровнено, никаких бугров, ничего нет. Все сделано и затерто достаточно аккуратно. Перемычку над переходом
а непосредственно в дом мы будем делать уже во время армопояса. Она у нас пойдет 10-м рядом. Там проем будет выше. Ну и вот в целом результат. Доложен 9-й ряд блоков. Дальше будет уже идти непосредственно армопояс, 10-й ряд. Ну а как мы его будем делать, вы увидите в следующем видео. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. Всем пока!